Июль в Техасе всегда был беспощадным. В Остине жара накатывала стеной, превращая город в раскаленный котел. Асфальт у парковочных площадок плавился под колесами машин, а люди искали хоть малейший намек на тень. Городской парк в этот день кипел жизнью. Дети носились на самокатах, молодежь делала яркие снимки на фоне сверкающего фонтана, а старики прятались под огромными дубами, вытирая лбы и тихо переговариваясь. На главной аллее появился он, Брайан Купер. Его мотоцикл, тяжелый Харлей, рыкнул словно хищник и заставил обернуться многих отдыхающих. Брайан любил эти взгляды, смесь восхищения и недовольства. Для него рев мотора был больше, чем просто звук. Это был вызов, знак, что он живет по своим правилам. В черной жилетке без рукавов, с руками, покрытыми татуировками и зеркальными очками, он казался воплощением свободы, но и дерзости. Улыбка на его лице была самодовольной. Он привык к вниманию и считал его своей наградой. Его взгляд сразу упал на группу девушек у фонтана. Смех, вспышки телефонов, яркие летние платья — все это словно магнитом притянуло его. И особенно одна из них — высокая, стройная брюнетка в легком белом платье. Она держалась сдержанно, даже аристократично, и именно это подзадорило Брайана. Он был уверен, стоит ему подойти, и она не устоит перед его харизмой. Недолго думая, он остановил мотоцикл, снял очки и, позволяя себе лишнее, подошел слишком близко. Жест, который он считал веселой выходкой, оказался грубым и унизительным. Мгновение повисло в воздухе. Шум парка будто отступил. Девушка обернулась, спокойно, без крика, без истерики. В ее взгляде не было ни испуга, ни смущения, только холодная твердость. Она медленно произнесла, знает ли он, кто ее отец, и затем назвала свою фамилию Джессика Моррисон. Это имя обрушилось на Брайана как удар. Моррисон — фамилия, которую в Остине произносили с особым оттенком. Ричард Моррисон был не просто богатым человеком. Он владел сетью гостиниц, ресторанами, долями в строительстве и банках. Его уважали, его опасались, ему завидовали. Никто в городе не хотел оказаться его врагом. Улыбка исчезла с лица Брайана. Он неловко замялся, начал лепетать извинения, но Джессика уже отвернулась. Она ушла, не обронив ни слова, оставив после себя тишину, которая казалась громче любого упрека. Весь вечер Брайан не находил себе места. Он пытался заглушить тревогу в шумном баре на окраине, пил, смеялся с дружками, но внутри у него росло чувство, что беда уже близко. Город, казавшийся привычным и подвластным, вдруг стал чужим и враждебным. И действительно, утро принесло расплату. У гаража, где он держал свой Харлей, его ждали полицейские машины. Ордер был готов, обвинения четко сформулированы: хулиганство и домогательство. Никто не собирался разбираться в нюансах. Все было решено еще до того, как он успел что-то сказать в свое оправдание. Его повели под руки, и прохожие с любопытством наблюдали за происходящим. Кто-то узнал его, кто-то просто смотрел, как рушится очередная жизнь. Для города это было событие из тех, что быстро становится легендой, как один самоуверенный байкер посмел перейти дорогу дочери самого Моррисона. Так закончилась его короткая история власти и свободы. Для Брайана Купера Остин превратился из арены, где он чувствовал себя хозяином, в клетку, из которой не было выхода. Ведь здесь слишком хорошо знали простое правило: имя может весить больше любого рева двигателя, а влияние — раздавить даже тех, кто привык считать себя непокорным. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.